Всем привет! В этом видео я покажу вам ферму дерева, которая может фармить до 11 видов растительности и которая имеет хорошую эффективность. Погнали строить! Для начала вам понадобится собрать эти ресурсы. Когда вы будете фармить дерево на этой ферме, вы должны смотреть в направлении West. Каждый шаг вы можете сравнивать с моим, пользуясь этой строчкой. Строим прямоугольник 15 на 14 из строительных блоков. По углам ставим строительные блоки и на них выливаем воду. Повторяем этот паттерн у каждого угла. В конце должно получиться вот так. Разворачиваемся в направлении East и на этот блок ставим 3 строительных блока. С каждой стороны, кроме East, ставим по блоку. Окружаем конструкцию калитками, как на видео. Ломаем строительные блоки и на их место ставим калитки. Далее простраиваемся в сторону East нилием и строительными блоками. Ставим люк, открываем его, выливаем в него воду и снова закрываем. На люк ставим табличку. Ставим тут временный блок и выливаем воду. Спускаемся в воду и ставим железную ограду. Запрыгиваем на нее и ставим временный блок. Ставим обсидиан и ломаем временный блок. Именно на этот блок и будет падать динамит. Спускаемся, ломаем временный блок и открываем все калитки. Так это должно выглядеть со стороны South, а так со стороны East. Ломаем 2 временных блока и выкапываем яму в земле, как на видео. Заменяем этот блок на перевернутую ступеньку. Выкапываем эти блоки земли. Так как ступенька перевернутая, мы можем закрыть эти блоки землей. Выкапываем 6 блоков. Если вы все сделали правильно, над вами должен быть этот строительный блок. Ломаем его и проверяем свое положение. Спускаемся и ставим тут 2 таблички. Ломаем землю и ставим песок душ. Разворачиваемся и выливаем тут воду. Поднимаемся и ставим 2 строительных блока. Идем к яме и ломаем эти блоки, чтобы вода стекала к ступеньке. Ориентируясь по блокам, которые мы только что поставили, и в воде, ставим рычаг. Далее ставим редстоун и 2 строительных блока. На строительные блоки ставим 2 редстоунных факела и прокладываем линейку из повторителей. Всем повторителям устанавливаем максимальную задержку. Ставим строительный блок и по бокам ставим редстоуновую пыль. Также устанавливаем строительные блоки тут. Ставим тут повторитель, задержка в 2 тика, и тут устанавливаем повторитель без задержки. Ставим еще один рычаг. Он будет ответственен за работу фермы с тропическим деревом и грибами. Когда мы фармим все остальные виды растительности, мы просто прожимаем основной рычаг. Теперь тут ставим люк и по ориентиру выкапываем место для хранилища.
Тут мы ставим 3 двойных сундука. С этой стороны устанавливаем 5 двойных сундуков. Ставим 3 воронки и строим базу для сортировки для 2 рыбок. 6 строительных блоков, 2 повторителя, 2 redstone'ных факела и 2 redstone'овые пыли. Устанавливаем еще 3 воронки и ставим ряд строительных блоков. Сверху ставим 4 redstone'овые пыли и 2 компаратора. С этой стороны ставим 4 строительных блока, компаратор и 3 redstone'овые пыли. Ставим redstone'овый факел и 5 воронок. Теперь ставим 2 полублока. С помощью временного блока устанавливаем строительный блок и ломаем временный блок. Ставим еще один строительный блок и песок душ за ним. С помощью временного блока окружаем воронки строительными блоками. Ставим люк, открываем его и ставим еще 3 строительных блока. Ставим точило и ломаем этот блок. Окружаем песок душ строительными блоками и ставим табличку. Выливаем сюда воду. Ставим ступеньку. Ставим полублок в верхнем положении и ставим 3 воронки. Далее выливаем воду, как на видео. Как вы можете заметить, вода в табличке не нужна, поэтому убираем ее оттуда. Так это должно выглядеть сверху. Теперь ставим 5 подмостков и строим трубу для ресов с фермы. Выливаем воду и с помощью ламинарий делаем полные блоки воды. С двух сторон ставим по 3 строительных блока. Ставим полублок в воду и таблички рядом. Ставим рычаг и включаем его. Далее строительными блоками окружаем воронки. Тут мы ставим полублок и еще один временный блок. На него мы вешаем люк и открываем его. Зачем он нужен, я объясню позже. Ломаем временный блок. Ставим еще 4 строительных блока. Ставим 2 таблички. Выливаем тут воду. Теперь ломаем этот блок. Теперь строим место для АФК. Ставим нажимную плиту и строительный блок. С другой стороны ставим 3 строительных блока и нажимную плиту. Вешаем рычаг и ставим люк. С другой стороны также ставим люк. Ставим 3 строительных блока таким образом и ломаем один из них. Ставим выбрасыватель, ломаем строительный блок. Забираемся и направляем выбрасыватель в воронку. Ставим наблюдатель и двойной сундук. Ставим 2 блока на другой стороне, ломаем один из них и таким образом направляем 3 воронки. Ломаем блок и на его место ставим выбрасыватель. Закрываем конструкцию строительным блоком. Тут ставим цепь и временными блоками простраиваемся на ист. Тут ставим ограду и цепь. Ломаем временные блоки. Именно тут и будет стоять игрок во время АФК. Забираемся наверх и ставим тут наблюдатель. На каждый наблюдатель ставим по redstone'овой пыли. Ставим компостер и двойной сундук. Также устанавливаем рычаги. Нижний рычаг будет ответственен за подачу саженцев, а этот за подачу костной муки. Направляем в сундук 6 воронок, поверх ставим компостеры.
Спускаемся и тут простраиваем трубу высотой в 7 блоков для органики, которая будет перерабатываться в костную муку. Сверху выливаем воду и делаем полные блоки или же источники воды. Ставим в воду полублок, снизу ставим блок и простраиваемся таким образом. На компостеры устанавливаем воронки. Таким образом ставим перевернутую ступеньку. Тут ставим 2 строительных блока и с помощью этого крайнего ставим 2 точила. Закрываем конструкцию булыжником и ломаем ненужные блоки. Спускаемся и простраиваемся 35 подмостками в самый верх. Простраиваемся еще 5 подмостками и таким образом устанавливаем строительный блок. Ставим еще 6 строительных блоков. Ставим тут наблюдатель и ставим строительный блок. Ломаем этот блок, на его место ставим люк. Ломаем следующий блок и ставим наблюдатель. Ставим 3 редстоуновых пыли и в конце ставим поршень. Тут мы ставим рычаг. Его нужно будет нажимать, если вы хотите фармить тропическое дерево. На третьем подмостке ставим полублок и поднимаемся еще 7 подмостками вверх. Тут мы ставим на блок ниже 6 строительных блоков. Вы можете ориентироваться по поршню. Далее ставим 2 строительных блока. Ставим 2 редстоуновые пыли и ставим наблюдатель, за ним поршень и таким образом наблюдатель. Ставим динамит и устанавливаем временный блок. С его помощью ставим еще один поршень. Ставим временный блок, за ним строительный, ломаем временный. Поднимаем высоту конструкции на 1 блок. Снизу ставим блок, сверху полублок и справа строительный блок. Прокладываем редстоуновую пыль и выливаем в полублок воду. Ферма готова. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу фермы, то заходите в описание. Там есть ответы на часто задаваемые вопросы. Если вашего вопроса там нет, то вы можете зайти на сервер в Дискорде. Знающие люди вам помогут. Как же ей пользоваться? Для начала вам нужно определиться, какой тип растительности вы хотите фармить. Для тропического дерева и адских грибов вам понадобится включить этот рычаг. Однако, когда вы захотите фармить тропическое дерево, вам понадобится прожать рычаг в самом верху. Он нужен только для тропического дерева. Если вы хотите фармить обычные деревья, то вам понадобится поменять нили на землю. Если же вы хотите пофармить грибов, то поменяйте землю на мицелий. Перед фармом вам необходимо настроить систему сортировки. Ваша задача не допустить неорганические итемы к компостерам сверху, так как если они забьются, то выработка костной муки прекратится. Допустим, я хочу фармить искаженный гриб. Кладем искаженные стебли в первый слот и во все остальные слоты кладем предметы, которые не вырабатываются фермой. Теперь спускаемся, нажимаем рычаг для адских грибов и нажимаем основной рычаг. Поднимаемся на ферму. Сундуки для саженцев и костной муки должны быть заполнены. Для примера я их заполнил максимально. Включаем рычаги для АФК, рычаг костной муки и саженцы. В левую руку мы берем саженцы, в правую костную муку и наводимся на землю. Если вы встанете неправильно, то вы увидите такую картину. Костная мука или саженцы не поступают. Поэтому постарайтесь встать поточнее. Теперь можно нажать F3 плюс T и отпустить правую кнопку мыши. Вы можете использовать ферму вместе с любыми саженцами, однако каждый раз, когда вы меняете тип саженца, придется менять конфигурацию системы сортировки и блок на тот, на котором растет нужный вам саженец. То есть, если вы хотите фармить, к примеру, березу, то вам нужно поменять нили на землю. Не забудьте также очистить площадку для фарма. Как я и говорил до этого, если в компостеры попадут неорганические итемы, они забьют воронки и выработка костной муки прекратится. Ферма работает с березой, дубом, акацией, вишней,
багровым грибом, искаженным грибом, коричневым грибом, мухомором и, конечно же, с тропическим деревом. Этот люк нужен для того, чтобы все итемы с фермы, которые не сортируются, складывались в отдельный сундук. Нужна эта тема как раз таки, если вам нужны, к примеру, блоки наростов Нижнего мира или там яблоки. Надеюсь, вам понравилась эта ферма. Ссылка на скачивание схематики есть в описании, поэтому пользуйтесь. Кстати говоря, ссылки на все остальные схематики и миры из моих видео есть на Бусти, так что подписывайтесь. Всем пока!